Друзья, сначала я хотел записать вам на Новый год классное новогоднее обращение с поздравлениями, а потом подумал, нахер оно кому надо, мы все равно это от президента услышим 31 числа. Кому эти поздравления нужны? Лучше я сделаю вам подарок в виде офигенного рецепта студня. Холодца. Да, если что, я знаю, студень это из говядины, холодец из свинины и всякого другого, пофиг. Я так понял, что в интернете все называют любой и холодец и студнем, называют то студень холодцом, то холодец студнем, то студень и холодец называют заливным. Вообще пофиг, не докапывайтесь до этого. Но прежде чем начинать что-то делать, я вам скажу, что я ненавижу в студне, в холодце, что я не люблю. Первое. Я ненавижу, когда оттуда приходится что-то выковыривать. Вот ты ешь, а там какая-то кость, какая-то жила, какой-то кусок кожи, который человек перебирал, не перебрал. Там у тебя косточка впилась в десну. Ты вот эту жилу пытаешься вытаскивать. Некрасиво как-то на новогоднем столе кладешь на сторону как-то в салфеточку какой-то хрящ. Нафиг это. Второе. Никаких бляшек жира сверху. Никакого слоя жира, чтобы не было. Я, честно говоря, полюбил студень только в зрелом возрасте, просто потому что, когда я был маленький, моя прабабушка всегда готовила холодец со слоем жира. Ну а чё, это ж типа нормально, а я ненавидел этот кристаллизованный, хрустящий свиной говяжий жир. Фу! Ну и третье, это подача. Студень может быть бешено вкусным, бешено сочным, наваристым, просто божественным. Но на столе он будет выглядеть, как будто мимо шел бизон и навалил вам в тарелку. Я считаю, что он должен быть с прозрачными слоями, в которых бы переливались рождественские новогодние лампы, чтобы это было что-то типа драгоценного камня или бриллианта, а не какахи на столе. Вот всего лишь 3 моих пожелания. Ну и так, микроподпунктик, очень бы хотелось, чтобы он был прозрачный. Потому что когда он может быть вкусный, классный, но когда студень мутный, когда холодец мутный, он выглядит как-то вот не так. Когда это желе, оно просвечивает, и ты видишь внутри, что лежат там какие-то горошинки, кукурузинки, кусочки мяса, возможно, там половинка яйца, кто во что горазд, то это очень-очень красиво. А когда он мутный, то это, норм, но норм. Итак, погнали. Основная фишка, к чему я веду. Если раньше студень, холодец, делали как? Покупали кусок какого-то мяса, желательно на кости, с какой-то кожей, какие-то лапы, и все это дело долго-долго варили, а потом в этом деле ковырялись, пытаясь уже после отварки бульона отделить мясо от всего вот этого, что у тебя будет застревать во рту, то сейчас, я думаю, каждый согласится не копаться целый час вот в этой вот всей фигне, а потратить на 100 рублей больше и просто купить нормальный кусок мяса. Это основная фишка, к чему я вообще веду. Да, кстати, если что, у этого видео нет никакого спонсора, но если вы хотите такой же офигенный свитер с котятами, которые доедают оленя, то ссылочка находится в описании, сейчас последний шанс его заказать. Вся муть в бульоне идет от кусков мяса. Не знаю, хорошо, 70% мути идет от кусков мяса. Поэтому мясо в студень добавляйте отдельно. Просто купите какую-нибудь лопатку. Вы скажете, как же ее отварить и просто слить бульон? Да какой там бульон? Костей-то нет. Возьмите просто, знаете, я даже не буду ее отваривать. Я просто заверну ее в фольгу, отправлю на 100 градусов на 6 часов, и она развалится на волокна. Вот так я для студня, для холодца добуду мясо. С костями сложнее. Сейчас продается огромное количество всяких костей, всяких ребер и суповых наборов. Нам нужно, чтобы на них было как можно меньше мяса. Ну и, собственно, это будет дешевле, потому что нам мясо вот это вот соскабливать его вот такими микрокусочками, нам это не нужно. Нам нужен отсюда только бульон, нам нужен навар, чтобы он застыл без всякого там пакетированного желатина. Например, вот обычные попиленные косточки для супового набора. Но самое лучшее, если вам удастся добыть вот что. Вот такие вот кости, друзья мои, вот эти суставы, вот такие вот суставы, вот отсюда выходит все, что нам надо. То есть, по факту, я могу целую миску холодца, целую кастрюлю холодца наварить с 2 вот таких больших костей. Посмотрите, сколько здесь соединительной ткани. Какие здоровенные суставищи. Из этого будет мега навар. Видите такое? Даже если не Новый год. Даже если вы не собирались делать холодец, видите вот такие вот кости, берите сразу. Тем более, что стоят они обычно вообще ничто. По поводу бульона. Какого хрена он вообще получается мутным? Первое. В нем много мяса. Как бы вы мясо не вымачивали от кровища, от всего,
мясо все равно будет мутнить бульон, пока вы его варите. Второе, самое важное, заметьте, самое важное. То, из чего вы варите бульон, варите 40 минут и выливайте первый бульон нафиг. Дело в том, что за первые 40 минут вы избавитесь от 90% мутности, но при этом потеряете 5% навара. Потому что настоящий бульон, он может вариться 6, 7, 8, 9, 12 часов, пока из этих костей не выйдет в бульон все, что нужно. Но при этом за первые 40 минут вы получите всю вот эту грязь, всю вот эту вот шумку, всю вот эту кровищу, весь этот белок свернувшийся, который ваши бабушки, дедушки, тети всегда снимали вот так шумовочкой. Этого вообще не нужно делать. Нужно проварить все это дело 40 минут, а потом промыть кости. Смотрите, я вообще ничего не делаю. Я вообще их никак не вымачиваю. Мне нужно только их как-то разместить. Я просто это фигачу вот так туда и заливаю водой. Просто обычной водой, без всякого замачивания, без ничего. Я это дело даже растолкал по 2 кастрюлям, потому что у меня костей достаточно много. Просто кипятим 40 минут после бурления, чтобы просто вот эта вся пена, вся какаха... Короче, смотрите, кипятим. Здесь от пара стало жарко, я аж снял свитерок. Короче, смотрите, прошло 30 минут. Вот что получается. И вы скажете, ну эту черную пену надо снимать. Вы не поняли, даже без этой черной пены бульон уже мутный. Он уже мутный сам по себе. Поэтому проварили, вот так просто вообще проварили, и вот это все вообще выливаем. И варим, кстати, на полном вот вообще кипении, чтобы оно все тряслось, дербанилось, терлось друг об друга и обтрясало с себя всякое лишнее, куски всякого белка. Косточки можно охладить прохладненькой водой, берем железную мочалку, и правило одно. Оттираем все, что можем оттереть. Все, что отвалится от костей, от суставов, то отвалится. Это то, что все равно отвалится за 8-10 часов варки и все равно сделает бульон мутным. То, что внутри, это, собственно, и есть желирующие вещества. Мы до них мочалкой никак не доберемся. Мы уже даже слили воду, включили холодную, и все равно посмотрите, какое все мутное, сколько кусочков непонятного всякого там плавает. То есть просто берем кости и вот... Что мы можем оттереть, то оттираем. Что мы можем оторвать, то отрываем. Потому что оно все равно само отвалится. Особенно это касается вот таких вот косточек. Вот, со всякими мясами. Прям вот все, что может отвалиться, особенно вот такие всякие штуки. И я сразу оговорюсь. Кто мне будет говорить в комментариях про осветление бульона? Типа, а я бульон процежу через сито. А я через вату, а я через фильтр, а я туда добавлю яйцо, в кипящий бульон размешаю, и у меня бульон станет прозрачный. Нет. Если бульон мутный, прозрачным он не становится ни от чего. Может, вы его на 1000-ную долю оттенка осветлите, там накидав туда кучу луковиц или процедив через вату. В любом случае, вата задержит какие-то кусочки. Но в целом, если он серый и мутный, то есть в нем микро-микрочастицы, прозрачным он уже не становится. Поэтому что вы сварите, то вы сварите. Поэтому очищайте кости сразу насколько можно. Спасибо за понимание. Вот, царские кости я сюда закладываю. Само собой, за полчаса ничего из них не вымылось. И да, я на всякий случай вот этот костный мозг оттуда вымыл просто водой, потому что он не желирует ничего, а все делает только мутнее. Вот. Так, потому что он такой серый, с кусочками всякой кровищи. Поэтому аккуратненько вот так закладываем кости. В этот раз уже аккуратненько заливаем фильтрованной холодной водой. А теперь, друзья мои, ставим все это дело вариться. Сколько вариться? Я вам скажу так. Чтобы бульон был чистый, он не должен кипеть, он не должен бурлить. Оно бурлило, вот когда всякая какаха с костей слетала, пускай она слетала. Но теперь, когда у нас чистый бульон, оно кипеть, бурлить и вот так дербаниться не должно. Поэтому чем меньше температура и дольше время, то есть 90 градусов, 95,
чуть-чуть оно вот так, даже не пузыри, а чуть-чуть двигается вода. Минимум 6 часов. Вот в таком режиме минимум 6 часов. Максимум, да хоть 24. За ночь оно примерно выпаривается на сантиметр на 2. То есть можно смело ставить, ну, смотрите, ставим на огонь, доводим почти до кипения и ставим самый маленький огонек. Что по поводу мяса? Ну, сейчас бульон закипит, я покажу, как он будет бурлить. Мясо, можно, ну, любое мясо берите, у нас все-таки это говяжий будет, студень-холодец, называйте как хотите. Поэтому мы возьмем куски говядины, кусочки лопатки, завернем в фольгу и примерно на 90-100 градусов на 6 часов в духовку. Я это сделаю попозже, то есть с раннего утра, когда у меня будет еще бурлить бульон. Ну, можно посолить, поперчить, то есть можно каких-то специй добавить, можно даже хреном и горчицей смазать. Но студии не так обычно с хреном и горчицей едят, поэтому пофиг. Так, чисто капелюшечку. Что вы сейчас на данном моменте с мясом сделаете, на самом деле не играет практически никакой роли. А вот что сыграет роль, это то, как у вас мясо завернуто. Оно должно быть завернуто в фольгу, либо в какой-то герметичный пакет для запекания. И оно должно быть прямо хорошо запаковано, желательно в несколько слоев. Потому что если фольги будет мало, и там будет просто конверт с какими-то дырками, то у вас начнет сок кипеть, он должен быть на пару, он должен вообще разваливаться. Вот смотрите, 6 часов это 6 часов, вообще пофиг, как вы его положите. Просто вот так делаем, заворачиваем, я заверну его как шаверму, вот так, и вот так, и вот так, и вот так, и получается такой герметичный комочек. Кстати, если у вас духовка древняя, у меня вот тут есть там 50-100 градусов, я могу поставить примерно на 100 градусов. Если у вас духовка древняя, как понять, что у вас мясо томится 6 часов при 90-100 градусах? Очень просто. Ставите туда стакан с водой или какую-нибудь ложку, тарелку с водой. Если вода кипит, значит больше 100 градусов. Если слегка побулькивает, это то, что надо, значит просто уже газ не двигайте. И да, многие мне скажут: друже, погоди, а как же там лавровые листы, там гвоздика, короче, морковочка, лучок, чесночок, где это все? Почему ты это все не положил в бульон? Очень просто, все вкусное, не знаю, и полезное, наверное, из овощей вываривается в течение часа. А бульон будет, если что, кипеть часов 8 или больше, он всю ночь будет кипеть. Так вот, в течение часа оттуда будет вывариваться все полезное, а все остальные часы все это дело будет дербаниться друг об друга и опять же разваливаться, тереться на микрокусочки. Лук будет тоже шелушиться на микрокусочки, тоже какое-то движение, там все время какая-то конвекция есть. И опять же делать бульон мутным. Если вы не знаете, что овощной бульон тоже не 100% прозрачный, погуглите картинки «овощной бульон». Да, овощной бульон тоже не 100% прозрачный. В любом случае какую-то непрозрачность овощи дадут. Но зачем их варить всю ночь, чтобы они там терлись? Если можно, за час до готовности просто их туда запихать, и пускай, ну хорошо, за 2 часа, учитывая, какая у нас низкая температура. И пускай они все отдадут. Итак, вода закипела. Как она должна бурлить? Режим кипения, если можно его так назвать, а на самом деле нельзя, должен быть вот такой. Еле-еле поднимаются какие-то пузырьки. Еле-еле. Это самый маленький огонь. Собственно, видите, все прозрачное. Даже какая-то пенка появилась, но мы все вымыли, все уже выкипело. Она полностью белая. То есть даже пена белая. Итак, микробурление. Мясо стоит всю ночь. Часов 8 минимум оно будет стоять. Но 8 это не значит, это минимум 8. Оно может стоять и 12, и 16 часов. Оно может стоять завтра до 6 вечера. На самом деле на микроогне ничего хуже не случится. Что касается мяса, его рано сейчас заталкивать в духовку. Завтра я поставлю 100 градусов с утреца, засуну его в духовку, и по мере дела оно подойдет. До встречи завтра. Да, только если вы с утра встаете и уходите на работу или на учебу, а потом идете в клуб бухать и едете к друзьям, то есть вас не будет дома 3 дня, то все-таки там таймер на будильнике поставьте или я хз, типа проверь, что у тебя что-то на плите стоит, а то как бы за ночь, за утро, за вечер забыть очень легко. Ну, как бы аккуратно, безопасность, все дела. Итак, друзья, дорогие мои хорошие, доброго вечера следующего дня. На самом деле прошло почти 24 часа.
Все это время у меня бульон там стоял, кипел, я думал, что я с утра мы будем снимать, но, короче, мы с утра не сняли. Потом я в 12 часов дня засунул мясо в духовку на 100 градусов, оно там 6 часов томилось. Давайте сначала посмотрим на бульон. Он, кстати, за ночь выкипел где-то на 2 сантиметра, и потом я еще днем один разочек долил воды. Смотрим. Вот так, друзья мои, выглядит бульон, который кипел практически 20 часов. Ну, опять же, повторяюсь, там 8 часов, 12, вот так вот. Короче, на ночь ставьте. Вы спросите, а что он такой желтый? Так это жир, друзья мои. Там сверху, кстати, прозрачный достаточно, видите, все косточки видны. Но это, друзья мои, слой жира. Кстати, что я сделал примерно, не знаю, 1,5-2 часа назад? Я заранее, пока все это дело кипело, но уже было той консистенции, которая надо, я снял пробу. То есть я взял и в небольшую чашечку налил бульона, не жира сверху, а бульона. Залил в чашечку и поставил в холодильник. А также я взял стаканчик, налил туда бульона, разбавил его в 2 раза и тоже налил в холодильник. Зачем это нужно, вы поняли. Понятно, что бульон там докипает, он всю ночь стоял, но я не знаю, какой консистенции он будет. А сняв заранее, буквально там за час, за 1,5, за 2 пробу и поставив в холодильник, я сейчас точно знаю, что у меня в кастрюле и как оно застынет. Смотрите, вот это мой бульон будет сам по себе. Но я бы сказал, что он желатиново-густоват, то есть прям хрустяшки такие. А вот это будет он разбавленный в 2 раза. Вот тут он сильно мягче, прям вообще такой. Но не уверен, вытрясется ли из формочки. Все ясно, друзья мои? Мой бульон мы разбавим для студня в 1,5 раза. Будет самое то. Не твердое, но и не супер жидкое. Делайте то же самое. Заранее снимайте пробу, ставите в холодильник и сразу понимаете, нужно вам туда, не дай бог, добавить желатина. Я не собираюсь ничего добавлять, у меня более чем костей. Но мало ли. Или наоборот, его суперски разбавить, чтобы у вас не получились желатиновые мишки. Сейчас самое время туда заложить овощи, чтобы они часик-полтора прокипели. Но их тут сюда некуда закладывать, места нет, поэтому я думаю, кости нафиг уже вынимаем, они все отдали. И туда уже овощи, пускай они покипят. Так, ай, горячо-то как, ёкало мне. Так, что у нас тут внутри, что ли, еще натекло? Ай, да, натекло. Ну ладно, бог с ним, я не буду себе руки поливать горячим жиром. Можно все кости, ну вот эти кости. Ай-яй-яй, как горячо. Все это можно вынуть уже. Все кости, с костей все слезло, что могло, но так как мяса было немного, то и слезло, можно сказать, не густо всего. Само собой, все вот так вот просто в труху. Вот я не хочу в этом ковыряться. Если бы у нас, как я уже говорил в начале, была цель взять и бульон, и мясо из вот этого, вот мне приходилось бы сейчас сидеть и вот так пытаться из этих жил что-то там, короче, выковыривать. Нафиг это надо. Ладно, чтобы 2 раза не вставать, я через сито все это дело пролью, чтобы там мало ли кусочки чего-то отчекрыжились. Вот так. И сейчас многие скажут: друже, у тебя же здесь куча мерзкого желтого жира, который при охлаждении само собой превратится в говяжий белый жир. Что ты будешь с ним делать? Небось, салфеточками будешь вот здесь салфеточки вот так доставать и вот так салфеточками вот так промакивать, да? Нет, конечно, я не буду 1,5 сантиметра жира промакивать долбанными салфетками, и вам не советую, я сделаю гораздо проще. Просто берем какую-нибудь обычную бутылку и отрезаем у нее вот так вот дно. Вот так, в одно движение. Фигак, ладно, в 2 движения. Также можно сделать дырку в крышке, вот так, либо сбоку, либо в самой бутылке, либо в крышке, это дело 1000-е. Просто вот так прокручиваем, это тоже занимает где-то, вот, дырочка не занимается секунды 3. А дальше я просто беру, вот так, затыкаю бутылку, собственно, затыкаю, и наливаю туда наш супер грязный бульон. Хотя на самом деле он не грязный, он на самом деле жирный, вот. Он уже чуть подостыл, хотя нам все равно нужно будет его прокипятить с чудесными специями и травами. Ну да ладно. Так, стоим, тупим так примерно секунд 30 и видим магию. Весь жир скапливается сверху. Кто бы мог подумать? Вот весь жир, и нам нужно, чтобы он остался в бутылке. То есть мы просто берем и все это дело сливаем. Ай, горячо, он все еще очень горячий. Абсолютно чистый бульон, без какого бы то ни было жира. Кстати, это можно делать хоть с 5-литровой бутылкой, хоть с какой. Ну, вы поняли, весь секрет в том, чтобы не проворонить момент. Так, ну, оп. А теперь, друзья мои,
представьте, что вот этот жир я бы весь пытался, это уже жир пошел, пытался снимать салфетками. Ну меня нафиг. Ну а повторить это 3-4 раза много ума не надо, это займет минут 5. И вы мне скажете: друже, но какие-то жиринки все равно всегда остаются. Да, остаются. И они все равно всегда будут сверху. Поэтому низ нашего студня будет верхом, чтобы сверху на нем ничего не было. Ладно, может это сложно, но сейчас я буду показывать. Конечно, это, наверное, менее удобно, чем просто подождать, пока все застынет, и снять жир, но для нас это не подходит. Либо нужно ждать, пока застынет, снять жир, опять растапливать, застынет, не застынет, так что лучше потратить 5 минут с бутылкой с дыркой. Да. Если кому интересно, с такого количества костей у нас получилось вот столько бульона, это литра 3, наверное, 2,5-3. И дохренища жира, который я понятия не имею, где использовать, поэтому я шут его знает, я его вылью просто. Я небольшой фанат чистого говяжьего жира, я не знаю, как из него делать там паштет или шут его знает. Я оставляю себе бульон. По овощам, само собой, must have это лучок, это морковочка, это лавровый лист и это душистый перец. Не must have это всякого рода зелень, это чеснок, это сельдерей, это гвоздика и все что угодно еще. Я очень советую фигачить сельдерей. Он очень классный, дает аромат в бульоне, просто потрясающий. Просто как ты крошишь морковку, вообще пофиг как. Лук я кладу прямо вот так половинами туда, чтобы не потерять гвоздики-гвоздики в наших луковицах и в нашем супе. Вот так гвоздики-гвоздики можно засунуть. Я шучу, мы все равно процедим наш бульон, просто фигачим туда луковицу и, я не знаю, чайную ложку гвоздиков гвоздики я все-таки добавлю. Ну и где-то чайную ложку с горкой или небольшую столовую душистого и сельдерей кусками. Чем вы мельче все крошите, я сельдерей, кстати, положу дофига, я обожаю, какой он дает аромат. Чем меньше крошите, тем меньше времени потребуется на выход из этого всего ароматов. Вот. А так как мы все равно все процедим, нам вообще наплевать, что там будет валяться, и пофиг. В принципе, на такую кастрюльку, в которой у вас 3, 4, 5 литров жидкости, я думаю, что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лаврух самое то. Часик после закипания, а я вам покажу, что стало с мясом за 6 часов. 6-часовой кусок мяса. Так. Оп. Ой-ой-ой. Сколько соков. Сколько соков. Ах ты ж, ну ничего. Много соков — это немало соков. Единственная проблема, наверное, вы поняли, с этим мясом, это, конечно, блэд. Это, конечно, переложить его. Блин, все просто уходит от меня. Ладно, кусочечки. Вот так. Надо было, конечно, дать ему остыть, я облажался чуть-чуть, но да пофиг, нам тут эти соки не нужны, у нас же куча бульона. Ну а теперь сравните добычу нежного мяса вот такого, вот с такой скоростью, просто добыча мяса, и сколько бы вы ковырялись в жилах и прочем. А здесь нет ни костей, ни жил, ничего, просто идеальные волокна сочной говядинки. Вы скажете, а нажористость? А нажористость, друзья мои, у нас вся в бульоне уже есть. Следующий лайфхак, ненавижу это слово. Добавьте в мясо немножко крашеного чеснока, давленного, рубленного, чеснокодавку, неважно, и зелени в мясо, когда оно уже остыло. Не добавляйте чеснок, надеясь получить, прям чесночный аромат в варящийся бульон. Чеснок, даже если вы просто его кинете в горячий бульон, уже который выключен, 3 минуты, вот выньте его, вот киньте просто в любую горячую воду чесночину, достаньте и попробуйте. Это чеснок? Это не чеснок. И это и не печеный чеснок, и не нормальный чеснок. Поэтому чеснок, если нужен прямо аромат, не должен подвергаться термообработке. Покрошите его с петрушечкой, например, и смешайте с мясом. Когда откусите, это будет божественно. И я 4 мегазуба потру на микротерке. Вот так. Достаточно много чеснока, вы скажете? Да, это потому что я обожаю чеснок. Кстати, насчет варки овощного уже теперь бульона.
не забывайте утопить лавровые листы. А то иногда смотришь, оно 3 часа кипит, а лавровые листы сухие плавают сверху. Это важно. Ну и я добавлю петрушечки мелко-мелко крошеной. Сначала уберу из нее лишние палки. Ну, примерно вот так. Оп. И оп. Я задолблюсь мешать это все какими-то лопаточками. Особенно вмешивать туда чеснок в говядину. Поэтому, блин, как это пахнет. Чеснок с петрушкой и мягкая-мягкая говядина. Аромат. Блин, это реально просто на хлеб класть и просто есть сам по себе. Божественно рассыпчато. Прошел часик, ну и финалочка. Балансим соль и количество воды. Исходя из того, что мы сняли, как это сказать, сняли дегустацию, поняли, насколько он застывает. У нас получается вот такая вот кастрюля, можно сказать, непонятно чего. Соль мы добавляем всегда на последнем этапе. Просто потому, что, ну вот это то количество жидкости, которое будет. Вот, то есть посолили, попробовали, посолили, попробовали. И да, наверное, многие скажут, а я в интернете видел вообще супер прозрачный холодец. Вообще супер прозрачный студень. Да, он делается с желатином. Да, можно просто насыпать в воду желатин, и все будет зашибись. Но у нас чистый навар. Идеально. Финально я процежу все это дело через бумажные салфетки, но это уже блажь. Это практически ни на что не повлияет, я просто делаю это для видоса, типа я такой правильный. И даже через салфетки все это дело процежу. Вот так. Пора все это дело заливать. Тут есть несколько нюансов. Первое, что мы кладем внутрь для украшения, что мы кладем сверху для украшения. Еще можно все это сделать в 2 слоя, то есть налить бульон, потом подождать, пока он застынет, на застывший бульон покрошить мясо и залить еще бульоном, чтобы мясо как бы было посередине, лежало. Но мы особо париться не будем, просто сделаем украшение из какой-то кукурузки, из зеленого горошка. Кто-то кладет туда красиво нарезанную морковку. Кстати, по поводу морковки, как она режется? Вот, можно взять какую-то морковинку и сделать из нее, не знаю, как сказать, цветочек, что ли? Ну, типа, всем это нравится. Другое дело, что ее нужно будет какое-то время еще отварить, ну, совсем капельку. Вот. Но люди любят такое. Все-таки украшение еды — это тоже часть еды. Короче, вы поняли, типа, хз, звездочки или солнышко. Не знаю, но многие так украшают свой студень, свой холодец. Только отварите буквально чуть-чуть, чтобы они мягенькие были внутри холодца. Да, кстати, вам никто не мешает сделать солнышко из уже вареной моркови, которая шла там в бульон. Вот. Но она такая типа мягкая, поэтому лучше просто заново нарезать. Ну, вы поняли. Многие еще добавляют в студень горошек. Но они берут консервированный горошек, а он имеет цвет, ну, пофиг, но такой себе. Смотрите, вот этот цвет консервированного горошка, а вот этот цвет свежезамороженного горошка. Вот, то есть я думаю, что всем понятно. Разница очевидна, и все захотят в студне видеть вот такой свежий зелененький. Но он твердый. Все просто. Варите его в кипятке 4 минуты. Заливаете холодной водой, чтобы он прекратил готовиться, и он остается практически таким же зеленым. Варим 3-4 минуты. 3-4 минуты и заливаем холодной водой, чтобы остановить процесс. Ну а теперь сравните. А вот свежезамороженный вареный 4 минуты, а вот консервированный. Ну, разница очевидна, как мне кажется. В какой же форме мы будем делать наш студень? Можно вообще угореть и сделать его порционным в яйцах. Это уж совсем фетиш, но тем не менее. Расчекрыживаем яйцо, делаем в нем какую-то вот такую дырочку размером с чайную ложку, все вытрясаем, и потом в это яйцо можно будет всякое заложить. Итак, в чем же мы будем застывать наш студень? Ну, вы узнали эту штуку. Она у вас есть. Она, безусловно, у вас есть. И это плохая идея. Я объясню почему. На самом деле идея классная, но подавать в ней, что это будет значить?
Во-первых, никакой прозрачности, то есть каких-то вот еды внутри вот этого студня, внутри вот этого вот желирующего вещества вы не увидите, потому что как бы тут бортики, тут темно. И во-вторых, что бы вы ни делали, как бы вы ни очищали ваш студень от жира, сверху все равно будет какая-то микронная пленка матовая. Этого можно избежать. Как я уже говорил, мы просто зафигачиваем все наоборот, то есть застывает, переворачиваем. Смотрите, у нас есть вот такие яйца. У нас есть вот такие вот силиконовые формочки. Кстати, офигенная штука. Порционный студень, чтобы его там не резать, не крошить. Ну и можно вот такую штучку. Тут пара порций студенька будет. Наваливаем. Сначала яйца. Например, несколько кукурузинок. Несколько кукурузинок. Сюда тоже несколько кукурузинок. И сюда несколько кукурузинок. И несколько горошинок. И сюда тоже несколько горошинок. Короче, вы поняли. Везде немного кукурузинок и горошинок. Ну, тяжелее, конечно, запихать туда сколько бы то бы ни было мяса. Туда мяса-то нужна чайная ложка. Но, тем не менее, вот так как-то заталкиваем. Ну, реально, вот это вот с яйцами, это, конечно, извращение. Но почему нет? В интернете такое делают, поэтому я тоже сделаю. Ну и заподлицо заливаем нашим бульоном. Опять же, вот таких вот яйцов я никогда не делал, я много раз их видел в инете. Давайте потестим, что получится. Красиво будет, некрасиво. Вот, по-моему, застынет. Другое дело, как мы их обшелушим, облупим. С учетом, что они внутри будут такие зажелированные. Я фиг знает. Ну, посмотрим, короче, что получится. Так, следующее. В эти формочки я добавлю по половинке перепелиного яйца, просто для понту. Знаете, просто навалю перепелиных яиц, потому что я обожаю перепелиные яйца. Мне кажется, что вот такие желтенькие кусочки будут смотреться классно. Но, опять же, не настаиваю, как говорится. Я их положу. Хотя, знаете что? Я вот так положу. Вот так чуть-чуть. Вот так. И вот это сверху положу. Опять же. Вот так. Вот так. И сверху. Вот так. Вот так. И сверху. Чтобы не прилипало яйцо к поверхности. И опять же, какое-то количество мяса. Но не бешеное. То есть, чем оно будет более, как сказать, рыхлое. Чем больше будет видно волокон, тем прикольнее. А сюда мы сначала положим мясца. Вот. А потом красивого горошка. Вот так. И красивой кукурузки. Вот так. Вот так. А потом еще мясца. А потом как-нибудь вот так в стороны, чтобы они торчали, чтобы их было видно. По бокам мы положим вот эти вот половинки яйца. Ну и опять-таки много ума не надо, чтобы все это дело просто залить. Яйца всплывают, а вот те, которые я подсунул, они не всплывают. А морковки вот эти пойдут в старую бабулину форму. Вот так. 6 штук, я думаю, что нормально. Опять же. Так, раскидаем, разбросаем все. Вот так, классно. Выглядит неплохо. Так, отлично. Я даже еще зеленушечки. Заливаем медленно, чтобы все не смыть. Ну, а если осталось мясо, оно офигенное. Сделайте из него салат на ночь в холодильник. Увидимся с вами завтра. Я думаю, что все застынет. И вы знаете что? Я вот сейчас, уже сейчас все приберем. Я просто по приколу сделаю один студень, один холодец, чисто с пакетиком желатина. Сейчас найду его, он где-то валялся. Мы с вами увидимся завтра. С вами мы сейчас увидимся через 3 секунды. А я-то спать пойду, оно будет застывать в холодильнике, это все понятно. Я один студень еще, сейчас уже за кадром, попробую сделать чисто с желатином. Без всяких костей, без всего вот этого. Посмотрим, насколько прозрачно он получится. Я думаю, что будет красиво.
но безвкусно, чисто для сравнения. Что же, друзья мои, прошел еще день, а точнее прошла ночь. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так. Студенек. Классика. Так, формочки. Плотненькие. И мягенькая вот тут. Ну и наши яйца, они застыли. Ну, сейчас будем попытаться что-нибудь из них выковыривать. Как вы заметили, жира сверху нет вообще, потому что мы его целиком отцедили. То есть, в принципе, отковыривать здесь, ковырять здесь нечего. Но, как вы видите, все равно такая белесость небольшая сверху. Ну, то есть, как бы не жировые вот эти бляшки, которые нужно там ложкой отковыривать, соскабливать, но и не красота. Именно поэтому мы все это дело переворачиваем. Делается это вообще элементарно. Нам нужна просто любая тара с теплой водичкой, чтобы оно отлипло и оттуда, собственно, вылезло. То есть берем, давайте вот сюда нальем кипяточечка. Буквально 10 секунд и все. Так. Энс, красота. Вы зацените, какая красота. Так, флабберы. Так, ну и вот эту вот штуку здоровенную, это, конечно, самое важное. Это вот, чтобы она вывалилась. Ну, я думаю, что у нас все получится. Ать. Ать. Так. И... Но тут особо ничего хитрого не было, а вот с яйцами, вот с этими, я не знаю, я никогда их не делал. Наверное, их тоже нужно немного... Наверное, их нужно немного как-то отмочить в теплой водичке. Я не знаю, или руками отмочить. То есть я, честно признаюсь, вот студень делал, а вот таких яиц как-то руки не доходили. Ну пусть будет. Забавно, но фиг знает, стоит ли это того, но забавно. Ну и я думаю, вас не нужно учить кушать студень. Горчичи. Горчичи. Сверху. Вот так еще, короче. Хренца. Вот так. С хренцом, с горчичей. Жирно. Жирно вот так. Ну, густой, жирный бульон. Не в плане жирный от жира. Вы поняли. А бульонно-нажористый. При этом ароматный бульон такой. Бэм. Мгновенно тает во рту. Ну, понятное дело, супер мягкое мясо, ну, вы видели. И, народ, фишка с добавлением чеснока и травы в мясо работает всегда. Не варите чеснок. Точнее, и варите тоже, если хотите. Но обязательно перемешайте мясо с чесноком и с травой, когда уже все остыло. Ну, или когда там чуть теплое. Не варите чеснок, не варите петрушку, укроп, а именно добавляйте аромат свежий. Это офигительно. Насчет этих яиц не знаю. Я, конечно, расчекрыжу эти два тоже, съем, но, типа, стоит ли это того? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, силиконовые формочки, они стоят 3 рубля в любом гипермаркете. Они стоят того. Они получаются офигенные, порционные и... Видно, что внутри, то есть красиво. То есть бульон получается максимально прозрачный, насколько можно, без желатина. Смотрите. Если кто-то знает, как сделать на костях бульон чище и более приятного цвета, пишите. Но, конечно же, все мы в интернете видели фоточки супер чистого заливного холодца и бульона. Очень просто. Они берут долбанный желатин, кстати, новый стакан, ненавижу, когда наклеют всякие наклейки. Они берут долбанный желатин и для фоток его, собственно, заливают просто. Но вы понимаете, что на вкус это как вода. Это просто вода. Давайте вытрясем. Ну да, он супер кристально чистый, супер прозрачный, но как бы понимаете же, что это такая штука. Можно, я могу сейчас сфоткать это на превью, и чтобы всем казалось, что я настолько крут, что сделал вот такой прозрачный бульон. Но вы же понимаете, что это не бульон. Это просто чайная ложка желатина, и эта штука вообще безвкусная абсолютно. То есть, разве что вот это вот с хлебушком можно съесть, а это выбрасывать. Если туда сока добавить, это будет этот самый желе. А с вами был славный Друже Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Если кто-то знает, как сделать лучше, если кто-то знает, как сделать правильней, обязательно напишите мне в комментариях. Я попробую ваш метод. У меня сделать более прозрачный бульон на костях без желатина, к сожалению, не получается, но это тот результат, которым я всегда доволен. А все остальные фишки, я думаю, вы поняли.
Кушайте много, кушайте вкусно. Всех с наступающим. Или когда вы это смотрите, я не знаю. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Пока.